День 1603. Алекс на связи. Конечно, если радиаторы центрального отопления жарят так, что в минус 20 приходится открывать окна, то, наверное, здесь система умного дома особо не поможет. Нужно просто пойти и разбираться, почему вообще так система настроена, отопление. Но если установлены теплосчетчики, то, конечно, будет полезным каким-то образом отслеживать расход тепла и, возможно, даже управлять этими радиаторами, делать поменьше их нагрев и таким образом тоже экономить тепло и, соответственно, деньги. Но на самом деле нашлись умники, которые поняли, что в таком случае можно просто перекрыть центральные радиаторы и просто обогревать свою квартиру за счет соседей в домах, в квартирах. И, конечно, во многих сейчас домах просто даже если теплосчетчики установлены, они просто не используются именно по этой причине. Но если все-таки подумать об экологии и каким-то образом понять, что все равно, даже если сэкономил себя в квартире, то все равно и общий счет будет поменьше, и, конечно, в квартире будет более комфортно, чем просто открывать зимой окна и проветривать. В новых домах часто тоже еще проводят экспертизу на то, чтобы либо повысить, либо понизить коэффициент энергоэффективности дома. И, конечно, если его повышают, то, в принципе, на дом положено больше тепла, соответственно, будет греть сильнее. Но, опять же, это получается, что стоимость расходов будет выше, и нужно будет это все равно оплачивать. Но если действительно в доме, например, не очень хорошие окна, или в целом сам дом построен достаточно рассчитанным на более низкую температуру, то, конечно, мерзнуть тоже вроде как и не особо хочется. По нормативам, конечно, очень даже странно указано, что вообще положено там 18 градусов, это минимум, а норма вообще там 20-22 градуса. Но в реальности, конечно, например, мне совсем некомфортно при такой температуре, и у меня в основном, конечно, температура во всех комнатах 26 градусов установлена. И при такой температуре уже, в принципе, вполне комфортно можно находиться. И, например, я тоже делал так, что автоматически понижал силу обогрева в комнатах на ночь и делал сначала и на 3 градуса поменьше, то есть 23 градуса ставил. Потом мне показалось, что все-таки холодно, и среди ночи просыпаться от холода не очень приятно, да и засыпать не очень приятно. И поэтому я постепенно повышал, делал и 24, и 25, но в итоге я пришел к тому, что все это на самом деле не стоит тех затрат и времени на написание этих всех алгоритмов хитрых. Проще поставить одну температуру стабильную, не очень высокую, не очень низкую, и таким образом все равно будет более комфортно, меньше будет перепадов, меньше будет времени работать обогреватель, если дополнительно используется, как у меня. То в целом это гораздо, конечно, проще. Но, опять же, можно, если используется многотарифный электроэнергия, многотарифная сетка, то, конечно, можно таким образом тоже экономить. Например, если все-таки догреваться электричеством, то можно, например, ночью или под утро, когда температура нужно уже повышать, то до 7 утра можно, в принципе, нагреть чуть повыше с помощью этих радиаторов, а дальше уже по инерции в течение дня просто будет постепенно охлаждаться и уже поддерживать температуру в комнате чуть пониже. Таким образом, конечно, тоже это можно достаточно неплохо экономить, потому что расход, конечно, будет все равно на электроэнергию довольно большой. Но на самом деле у меня радиаторы центрального отопления греют не очень сильно. Сколько конкретно будет градусов, если только их использовать, я не проверял давно уже.
Но думаю, что около 22 градусов, наверное, будет стабильная температура. Но если, например, я догреваю до 26, то, конечно, расход получается электроэнергии достаточно большой, но за год в среднем, то есть включая и саму зиму, и самые холодные дни, когда практически этот радиатор работает на полной мощности и постоянно, и в межсезонье, когда тоже необходимо догреть комнату, а уже центральное отопление отключено, то в этом случае у меня получается всего на одну комнату где-то 1000 рублей в год выходит, то есть что в принципе не так уж и много. Например, я постоянно тоже думал, что можно ли там, допустим, заменить радиаторы центрального отопления на более мощные, чтобы теплоотдача была повыше, или заменить окна на более современные, более теплые. Но на самом деле большого смысла нет, потому что фактически стоимость этой замены будет, может быть, даже и 100 тысяч выйдет, но если эти деньги просто тратить на оплату, то это хватит на много-много лет. Но либо можно даже эти деньги, если они вдруг есть, положить просто в банк и с процентов оплачивать, да еще и оставаться будет 1003, чтобы после уже оплаты всей потраченной электроэнергии на обогрев. И очень сильно, конечно, теплоизолировать большого смысла тоже нету, потому что все равно нужен приток свежего воздуха, иначе придется делать дополнительные разные клапаны ставить, или бризеры, или какие-то другие системы вентиляции придумывать, что все-таки тоже будет стоить денег, и тоже им нужно как-то управлять. Поэтому, по большому счету, есть какой-то баланс, который можно отследить и с помощью экспериментов измерить. Например, просто либо выключить все и посмотреть, с какой скоростью будет меняться температура, например, падать температура в квартире. А если еще и замерять, например, как я делаю там СО2, то тоже видно, что все-таки если вентиляция хорошо работает, то СО2 держится на хорошем уровне, и не нужно отдельно еще открывать окна постоянно и думать, как это сделать автоматически или еще каким-то образом открывать эти окна. И таким образом, конечно, гораздо проще в целом поддерживать более комфортную температуру и климат и воздух в комнатах. И для того, чтобы определить, какие потери тепла и какая скорость работы вентиляции, конечно, можно и ставить какой-нибудь измеритель на вентиляцию и смотреть, сколько ток воздуха идет, но он, конечно, зависит и от температуры на улице, от тяга этой вентиляции, и поэтому тут нужно будет, видимо, несколько раз экспериментировать, и, может быть, разных каналов вентиляции, несколько их быть в квартире, тем более в доме. И, конечно, можно просто провести эксперимент, нагреть, например, до какой-то температуры и посмотреть, с какой скоростью будет охлаждаться. У меня получается так, что при морозах, когда на улице было и минус 20, у меня получается так, что где-то полчаса комната нагревается от радиатора, и где-то в течение часа она остывает. В принципе, такой цикл, он вполне комфортен, то есть само переключение и радиатора, и щелканье розетки, оно тоже не раздражающее, и, в принципе, таким образом тоже можно понять, насколько эффективно работает и вентиляция, и вообще поток воздуха в квартире. Часто еще используют другие источники обогрева. Это и сами радиаторы дополнительные, электрические, или конвекторы, а также используют теплый пол для управления. Но теплый пол все-таки он измеряет свою температуру, а не температуру в комнате чаще всего. И даже если выносной термостат, у него тоже бывает функция измерения температуры в комнате, но поскольку он находится довольно низко, обычно ставят,
то он, конечно, будет показывать ближе к полу, а не на уровне, где находятся обычно люди. Ну и также и сами радиаторы, если они используют какой-то регулятор температуры установленный, то он находится довольно близко от самого радиатора электрического, и, конечно, на нем температура будет сильно завышена, а не реально та, которая в текущий момент температура воздуха в комнате. Ну и если вообще хочется какие-то дополнительно использовать источники, то можно просто включить разную технику, там компьютер, например, очень много дает тепла, телевизор, использовать чайник, еще какие-нибудь много света, включите разные лампочки. И, конечно, будет не только тепло и светло, а еще и будет весело.